По статистике, в США 70% людей с ограниченными возможностями подвергаются плохому обращению. К сожалению, только часть из них по итогу получает необходимую помощь. Но некоторые случаи остаются незамеченными аж до тех пор, пока не становится слишком поздно. Так случилось и с главной героиней этой истории. Ее родители и брат, которые должны были помогать, пренебрегли своими обязанностями, но продолжали получать деньги, наблюдая, как увядает их девочка. В штате Южная Каролина в городе Гафни есть тихая улица Кэмфери-Роуд. Среди красивых домов выделяется одно неухоженное здание. В нем жила семья Бейнард. Их знал весь город, но никто и представить не мог, что за закрытой дверью скрывается настоящий кошмар. Супруги Бейнард поженились примерно в 2000 году. Дэвиду Юджину было за 30, а Бобби Джо едва исполнилось 20 лет. В 2001 году у них родился сын, которого назвали Эдвард. Спустя 5 лет Бобби Джо снова забеременела, но в этот раз что-то пошло не так. На 28-й неделе у плода случился инсульт, поэтому врачи приняли решение провести экстренное кесарево сечение. Так, 6 июня 2007 года на свет появилась Хезер Лиэн. Изначально врачи были уверены, что она не выживет, но они ошиблись. Девочка была настоящим бойцом и всеми силами хваталась за жизнь. К сожалению, перенесенный инсульт и преждевременные роды нанесли непоправимый ущерб здоровью Хезер. У нее было хроническое заболевание легких, эпилепсия с частыми приступами и детский церебральный паралич самой сложной формы. Хезер находилась на кислородной терапии, подключенный баллон постоянно находился при ней. Также она передвигалась исключительно на инвалидной коляске. Хезер не могла ничего делать самостоятельно, даже питаться. Поэтому ей пришлось перенести операцию по установлению трахеостомы и зонда для кормления. В будущем ей сделали еще ряд операций. По мере взросления когнитивные способности девочки не развивались. Они остановились на уровне 3-месячного ребенка. Также врачи думали, что она будет слепой и глухой, но выяснилось, что это не так. Несмотря на то, что Хезер была в инвалидной коляске и не могла говорить, она видела и слышала окружающий мир, узнавала людей и в меру своих возможностей понимала, что происходит. Девочке нравилось внимание, и она реагировала на общение. Она любила проводить время с отцом и братом. Именно с ними она была более близка. В семье Хезер ласково называли принцессой, перышком или радужным пегасом, потому что шанс встретить это мифическое существо в реальности так же мал, как и то, что девочка выжила. Ей нравились яркие огни, цветы и путешествия. Она любила смотреть канал Disney Junior и слушать музыку. Несмотря на то, что Хезер сама была беспомощна, она помогала другим людям. Глядя, как девочка каждый день борется за свою жизнь и улыбается несмотря ни на что, окружающие понимали, что их проблемы мелочны и вполне преодолимы. Тетя Хезер по имени Джессика Мелтон сказала, что именно благодаря племяннице ей удалось преодолеть трудный период в жизни. Она понимала, что не имеет права опускать руки, потому что если эта маленькая девочка держится несмотря ни на что, то и она сможет. Родителям Хезер, Дэвиду и Бобби было сложно справляться с дочерью. Окружающие видели это и с удовольствием помогали. Иногда девочку экстренно помещали под медицинский присмотр, но также был момент, когда временную опеку над ней передавали тете. Это был 2016 год. Тогда в доме Бейнард завелись тараканы. Дочь вернули родителям только после того, как была проведена дезинсекция. Государство также не стояло в стороне. Семье предоставили ряд льгот и социальное обеспечение. Также на помощь пришли благотворительные организации. В 2018 году фонд «Загадай желание» организовал для семьи Бейнард поездку в Диснейленд в Орландо, штат Флорида. В том же году они ездили в Анахайму, штат Калифорния, где тоже посетили Диснейленд за счет фонда. После окончания школы брат Хезер, Эдвард, прошел программу по подготовке младшего медперсонала и получил диплом медбрата, а затем окончил специальное обучение, чтобы получить сертификат помощника по уходу за людьми с ограниченными возможностями. Он сделал это, чтобы заботиться о сестре в домашних условиях, не прибегая к посторонней помощи. Рядом с Хезер должен был находиться квалифицированный человек, который обладает специфическими знаниями и навыками, потому что у нее была тяжелая форма ДЦП под названием спастическая квадриплегия.
Она возникает из-за повреждения мозга плода до, во время или после рождения. Существует множество факторов повреждения головного мозга, но наиболее распространенным является недостаток кислорода во время родов и инфекции во время беременности. Например, при многоплодной беременности причиной может стать внутриутробная гибель одного плода. В случае Хезер причиной стал внутриутробный инсульт и преждевременные роды. У людей со спастической квадриплегией наблюдаются трудности с мелкой и крупной моторикой, а также общей координацией движений. Поражаются все 4 конечности. Затрудняется перемещение и манипулирование предметами. Спастическая квадриплегия часто сопровождается другими проблемами развития, такими как умственная отсталость, эпилепсия, проблемы со зрением и слухом. После получения диплома Эдвард обратился в агентство социального ухода Access для официального трудоустройства. Там дополнительно он должен был пройти 10-часовое обучение очно или онлайн и сдать экзамен. Эдвард успешно это сделал. Он получил должность начального уровня, и за уход за сестрой государство стало платить ему зарплату. За 1,5 года общая сумма превысила $25 000. Руководство агентства Access должно было контролировать работу Эдварда, и поначалу, возможно, так и было. Но в 2020 году началась пандемия, и специалисты сократили свои визиты к подопечным. Надеясь на ответственность Эдварда, руководство доверило ему самостоятельно подавать отчеты о состоянии сестры. Судя по ним, Хезер чувствовала себя хорошо, но на самом деле парень перестал выполнять свои обязанности. Затем родители девочки отменили все визиты к врачам, аргументируя это тем, что они боялись за здоровье Хезер, ведь ее организм мог бы не справиться с ковидом из-за хронического заболевания легких. По той же причине супруги Бейнард запретили родственникам видеться с Хезер. Их страхи были вполне оправданы, поэтому ни у кого не возникло подозрений. Так прошло 2 года, на протяжении которых никто не видел Хезер, пока не произошла трагедия. 11 апреля 2022 года супруги Бейнард привезли Хезер в региональный медицинский центр Спартанберг в критическом состоянии. 14-летняя девочка не подавала признаков жизни. Ее кожа была серая и холодная на ощупь. Медперсонал заметил, что родители не выглядели обеспокоенными. Дэвид нес Хезер на плече, как мешок с картошкой. Он явно был раздражен. Когда девочку передали в руки сотрудникам отделения неотложной помощи, супруги сели в зоне ожидания и уткнулись в телефоны. Медперсонал, который пытался вернуть Хезер к жизни, был шокирован ее состоянием. Она не была похожа на человека, за которым осуществлялся уход, даже минимальный. На Хезер была надета шапка, пропитанная кровью, а под ней клочья спутанных волос. Зубы сгнили, уши забиты серой. На коже многочисленные порезы, синяки и следы укусов насекомых и грызунов. На Хезер был грязный подгузник, который, очевидно, давно не меняли, из-за чего развилась тяжелая форма опрелости. Ее ноги выглядели так, будто их окунули в чан с кислотой, кто-то даже сравнил их с сырым мясом. Врачи попытались реанимировать Хезер, но это не помогло. Было очевидно, что ее сердце остановилось несколько дней назад. При вскрытии это подтвердилось, потому что были заметны следы разложения. Легкие оказались заполнены гноем из-за пневмонии, которую не лечили на протяжении долгого времени. У девочки также был сильный запор, содержимое кишечника затвердело. 14-летняя Хезер фактически сгнила изнутри из-за недостатка кислорода, пролежней, инфекций и отсутствия гигиены. Коронер Деннис Фаулер сказал, что это худший случай пренебрежения уходом за ребенком, который он когда-либо видел. Родители и брат, которые должны были ухаживать за Хезер, не просто халатно отнеслись к своим обязанностям, а совершенно их не выполняли. Опираясь на заключение врачей и патологоанатома, можно утверждать, что потребности девочки игнорировались минимум год. Когда у супругов Бейнард спросили, что произошло с их дочерью, Бобби Джо ответила, что обнаружила Хезер без сознания. Уровень кислорода в крови был критически низким – 30%. Чтобы стимулировать организм, женщина поместила дочь в ванну с холодной водой, но это не помогло. Тогда она решила обратиться в больницу. Нормой считается уровень кислорода в крови 95% и выше. Если показатель ниже 90%, это указывает на проблемы с дыханием или кровообращением. Холодная ванна в таких случаях бесполезна, тем более для Хезер. Она находилась на кислородной терапии, то есть баллон с кислородом все время был подключен.
Все, что нужно было сделать Бобби Джо, это увеличить подачу кислорода, повернув вентиль. Полиция получила ордер на обыск дома Бейнард. Его провели на следующий день. Офицеры хотели найти улики, которые могли бы объяснить причины критического состояния Хезер, но они не были готовы к тому, что их ожидало внутри. Это был не дом, а настоящая свалка, на которой, кроме семьи Бейнард, жили 40 животных. Открыв дверь, у офицеров перехватило дыхание от невероятной вони. Они вошли в дом только после того, как надели респираторы и защитные костюмы. В доме не оказалось ни одного чистого места. Пол и все поверхности были завалены мусором и отходами жизнедеятельности животных. Всюду кишели тараканы, личинки, мухи и крысы размером с маленькую собаку. Даже детская кроватка, в которой Хезер проводила практически все время, была в ужасном состоянии. Вместо постельного белья в ней лежали грязные вещи и пеленка, которую давно не меняли. Вокруг кроватки валялись сломанные предметы и горы мусора. В мае 2022 года 55-летний Дэвид, 44-летняя Бобби Джо и 21-летний Эдвард были арестованы и обвинены в лишении жизни Хезер. Им также предъявили обвинения в плохом обращении с животными и пренебрежении родительскими обязанностями. Все 40 животных, которых нашли в доме, были заражены паразитами и сильно истощены. 2 щенков пришлось усыпить из-за критического состояния, ветеринары ничем не смогли им помочь. Также одного безжизненного щенка нашли в кроватке Хезер. Всех животных изъяли и поместили в приют. При расследовании дела Хезер были опрошены родственники и знакомые семьи, в частности, тети девочки по материнской линии, Джессика и Ребекка. Они рассказали, что родители плохо выполняли свои обязанности и не следили за состоянием дома, а социальная служба никак это не контролировала. В августе 2023 года Ребекка и Джессика подали иск против 3 государственных департаментов, которые отвечают за социальную помощь и опеку. Их обвинили в невыполнении своих обязанностей, вследствие чего Хезер ушла из жизни. Когда девочку вернули под опеку родителей после изъятия в 2016 году, представители социальной службы должны были навещать ее каждую неделю, но они этого не делали. В 2020 году семье Бейнард предложили воспользоваться программой Medicaid, которая предлагает медицинскую страховку людям с низким доходом, а также тем, кто не имеет права на другие виды страхования. Эта программа помогает покрывать расходы на лекарства, визиты к врачам, процедуры и прочее. Супруги Бейнард воспользовались этим предложением, но в начале пандемии перестали водить Хезер к врачам, аргументируя это тем, что так будет более безопасно для нее. Тем не менее, согласно протоколу, социальная служба должна была навещать девочку минимум 1 раз в 6 месяцев, но это не было сделано. Возможно, социальная служба надеялась на ответственность и добропорядочность брата Хезер, Эдварда, который ухаживал за ней и самостоятельно подавал отчеты, так как имел на это право. Существует мнение, что Эдвард получил диплом медбрата и устроился на работу в агентство Access только для того, чтобы уменьшить контроль со стороны социальной службы. Ведь каждый раз, когда Хезер изымали, семья переставала получать социальные выплаты и прочие льготы. Кроме того, Эдвард получал зарплату от государства. Нет никакой информации о том, что супруги Бейнард работали, а значит, семья не имела других источников дохода. Неизвестно, удалось ли Джессике и Ребекке выиграть иск против государственных департаментов. Судебное разбирательство над делом семьи Бейнард начались 28 октября 2024 года и длились 4 дня. Сторона обвинения настаивала на том, что родители и брат Хезер умышленно довели девочку до критического состояния, в результате которого ее сердце остановилось. 31 октября Дэвид и Бобби Джо были признаны виновными по всем пунктам. Их приговорили к пожизненному заключению за лишение жизни дочери, а также к 20 годам за нанесение ей тяжких телесных повреждений и к 10 годам за оставление ребенка без присмотра. Приговоры будут исполняться последовательно, то есть если супруги Бейнард подадут апелляцию и выиграют дело, то пожизненный срок могут заменить, например, на 30 лет. По истечению этого времени в силу вступит второй срок, 20-летний, а после него 10-летний. Эдвард Бейнард, который должен был заботиться о сестре, был приговорен к 30 годам тюремного заключения за лишение ее жизни. Также он получил 2 других приговора, как и его родители.
Но в случае Эдварда все приговоры он будет отбывать одновременно, то есть общий срок составил 60 лет. Дэвид, Бобби Джо и Эдвард отбывают свои наказания в разных исправительных учреждениях. Из-за хорошего поведения они получили возможность работать на администрацию. Дэвид занял должность надзирателя и помощника комиссара, а Бобби Джо и Эдвард стали помощниками надзирателей. Похороны Хезер Бейнард состоялись 24 апреля 2022 года. Вместо цветов скорбящих попросили сделать пожертвование фонду «Загадай желание» от имени Хезер или посадить цветник. К сожалению, история Хезер – это не единичный случай. В 2022 году на всю страну прогремело еще одно жуткое дело, связанное с пренебрежением ухода за человеком с ограниченными возможностями, которое привело к летальному исходу. Это была Лейси Эллен Флетчер, 36-летняя женщина, страдающая аутизмом, которая жила со своими родителями Клеем и Шейлой в городе Слоттер, штат Луизиана. Лейси родилась 25 ноября 1985 года. Из-за травли в школе она стала замкнутой, и родители перевели ее на домашнее обучение. Девочка начала вести затворнический образ жизни, и в какой-то момент окружающие вообще забыли о ее существовании. 3 января 2022 года Шейла позвонила в 911 и сообщила, что она нашла свою дочь Лейси на диване без признаков жизни. Во время расследования дела стало известно, что состояние здоровья Лейси начало ухудшаться после того, как ее перевели на домашнее обучение. К 2024 году она уже не могла выходить из дома, но вместо того, чтобы обратиться за медицинской помощью, Клей и Шейла оставили свою дочь на диване в гостиной, на котором по итогу она провела следующие 12 лет. Дом семьи Флетчер выглядел очень аккуратным и ухоженным. Внутри тоже было чисто, кроме гостиной, где Лейси по сути жила. Она все время сидела перед телевизором. Родители перестали водить ее в туалет, поэтому девушке приходилось испражняться под себя. Какое-то время Клей и Шейла пытались вытирать нечистоты полотенцами, но потом перестали делать и это. Последние месяцы Лейси не мыли и не переодевали в чистую одежду. За ее питанием тоже никто не следил, поэтому девушка очень сильно похудела, а мышцы атрофировались. Родители без зазрения совести могли оставить дочь одну, когда им хотелось съездить в гости или на отдых. При этом они оставляли дочь без еды и воды. Самостоятельно обслужить себя она не могла. Последний раз Клей и Шейла оставили Лейси одну в конце декабря 2021 года. Они уехали на новогодний отдых, а вернувшись через неделю, увидели дочь без признаков жизни. Лейси была настолько голодна, что ей пришлось есть свои испражнения и поролон, торчащий из дивана. Когда спасатели прибыли в дом семьи Флетчер, они обнаружили безжизненное тело Лейси, которое вросло в диван и фактически растворилось в нем. Девушка была частично одета и вся испачкана испражнениями. Грязные волосы сбились в колтуны, по ней ползали насекомые, оставляя укусы. Спина, ягодицы и задняя поверхность бедра были черными и деформированными. В 34 года Лейси весила всего лишь 43 килограмма. Коронер, прибывший на место происшествия, сказал, что никогда не видел настолько жуткой картины. Он потерял аппетит и сон на целую неделю, и каждый раз, вспоминая этот случай, не мог сдержать слез. Судмедэкспертиза предположила, что сердце Лейси остановилось примерно 2 дня назад. Невозможно было установить более точный промежуток времени из-за плохого состояния тела. Основная причина, по которой Лейси ушла из жизни, это серьезная медицинская халатность, которая привела к хроническому недомоганию, острому голоданию, образованию острых язв, сепсису и остеомиелиту, инфекционному заболеванию костей. Следователи предположили, что Лейси провела на диване минимум 12 лет. Ее случай официально признали умышленным лишением жизни из-за грубой халатности со стороны родителей. Жители Слоттера были шокированы, когда стало известно о том, что произошло в их маленьком городке. Никто не мог поверить, что такие уважаемые люди, как Шейла и Клей Флетчер, подвергали свою дочь адским испытаниям на протяжении многих лет. Шейла работала в суде секретарем в соседнем городе Бейкер, а в последнее время помощником городского прокурора в Закаре. Она также входила в совет старейшин Слоттера и напрямую подчинялась мэру.
Клей Флетчер был сотрудником некоммерческой организации Baton Rouge Civil War, деятельность которой направлена на продвижение и расширение интереса к изучению военной, политической и социологической истории гражданской войны в США. Многие люди из окружения супругов Флетчер даже не подозревали, что у них есть дочь. Слушание по делу Лейси началось 2 мая 2022 года. Оно было закрытым. Присяжным показали жуткие фотографии, сделанные в доме Флетчер. Клея и Шейлу обвинили в непредумышленном лишении жизни дочери. Им грозило пожизненное заключение без возможности освобождения по УДО. Супругов взяли под стражу, но спустя 36 часов их освободили, потому что за них внесли залог в размере $600 тысяч. Спустя 2 года судебных разбирательств, а именно 20 марта 2024 года, их приговорили к 20 годам тюремного заключения, 20 годам условно и 5 годам испытательного срока под надзором. Прощание с Лейси состоялось 11 января 2022 года. Ее похоронили в мемориальном саду Хиллкрест.